Ворона сидит. Красиво так. Наблюдает за красотами. Вот такое у нас прохождение тропы, так называемой, скалолазань. Просто снимать нельзя без комментариев. Вам на них не спуститься, а здесь такая щелина огромная в скале. Какой мох. Такими ступенями, наверняка мягкий-мягкий. К сожалению, подходить некогда, мы очень торопимся. Мы еще все идем, время уже много. Тащим дрова. Александр огромную дровину тащит. А я вот эти дровища тащу. Тоже как бы не сильно маленькие. Тут еще, видишь, вода бежит, грязь, мокрый, скользко очень. Наконец-то мы вышли к озеру. И такие облака, как пыльные. Цвет такой, как песочный. И дождик небольшой крапал. Вот такая красота нас встречает. Доброе утро, земля. Сегодня уже 9-й день в горах. Вчера я совсем не снимала, и позавчера совсем немножко снимала. Вчера у нас была дневка. Весь день лил дождь без конца, причем такой конкретный. То дождь, то солнце выглянет, то снова дождь, то солнце выглянет. Прям каждые 5 минут погода менялась, даже если не чаще. А потом под вечер уже вообще как ливануло, и всю ночь практически гроза. Сегодня мы хотим попробовать сходить в радиалку, если нам позволит погода. Время 12 час, мы только выдвинулись. Мы хотим сходить в радиалку до озера Светлого. Подняться на пик Птица сначала, потом до Светлого дойти. Очень сегодня скверная погода, сильный ледяной ветер, прям очень сильный. Можно сказать, ураганный практически. Может, меня будет плохо слышно где-то. Поднимаемся, перевал Птица. Уже частично поднялись. Виды шикарные открываются. Вот она, парабола, уже вырисовывается. Вот это толстый.
снег даже еще лежит до сих пор. Такая погода, что снег вообще не тает. Но сюда просто выезжать. Мы тут на птице под камнем. Вот такой вид. Вышли на плечо птицы. О, Алин. И вот тут отсюда лучший вид. Алин. Вон она парабола. Здесь ее прям так хорошо видно. Чик, чик. Вот она сама птица. Вот у нее голова, клюв, глаз там, если присмотреться, это крылья такие. И там вон альпинисты лезут. Как мне тоже хочется полазить, а. Вот мы с птицы спустились, перевал. Вон еще туристы тоже идут. Такие места красивые проходим. Скалки такие интересные. Вон они. Блинчиками. Вон Александр едет на машине. На импровизированной. У него детство в попе играет. Тут идти так хорошо. Тут такая тропинка. Не там, как мы по курумам все прыгаем да скачем по перевалам. А все так просто. Ну мы сейчас вниз идем, обратно-то нам покажется. Ого-го. Подъем длинный такой. Красивая коряга получилась. Неплохая локация для фотосессий. Много окошечек. Тут такие ядры. Просто нереальной толщины. Так хорошо здесь. Птички поют. Такие корни огромные. У них каждый корень как толстое дерево. Такие громадины. Сколько им, интересно, лет. Здесь целый лес таких кедров. Старейшины такие. Да. Столько кедров таких толстенных, многолетних. Они такие мудрые, они столько видели. К ним можно подойти, обнять их. И так хорошо становится. Что-то им отдать, что-то они тебе дадут. Обнимая деревья, обычно я ловлю реальный кайф. Силы быстро восстанавливаются, поднимается настроение и хочется летать и петь. Но не в этот раз. Я понимала, что не могу расслабиться, что камера стоит не на штативе, как обычно, а находится в руках у Александра. Дерево чувствовало мое внутреннее напряжение и будто тихо шептало мне: «Алина, расслабься, все хорошо». Взяв с дерева кусочек смолы, чтобы насладиться ее вкусом, и мысленно поблагодарив кедр, я продолжила свой маршрут. Пришли наконец на озеро Светлое. Когда-то я здесь стояла на Светлом и умывалась в этом ручье. Купалась в этом озере. Такая красота.
красивый вид. С солнышком было бы, конечно, красивее. Мы уже перекусили, чай попили, и сейчас нам надо двигать обратно, так как уже 5-й час. Такая красота вокруг. Очень многие именно здесь лагерь ставят, отдыхают здесь, и отсюда делают радиалки. Некоторые просто приходят, ставят лагеря, лагерь свой, и с тяжелыми рюкзаками больше не ходят. Я такие места не люблю, я люблю более дикие. Но здесь очень красиво, поэтому мы решили сюда радиалку сделать. Вот здесь вот мы перекусили, возле такого шикарного кедра. Попили чай, поели. И сейчас двигаем назад. Просто волшебный лес. Птички поют после дождя. Дорожки тут суровые, среди такого курума. Мы подходим к перевалу Птица. Ну как еще, там начнется за горой. Тропа начнется наверх, перевал сам. Но мы уже близко. И вот такой вид, солнышко выглянуло. Там туман, там тучи. Наверняка там дождь. А тут совсем чуть-чуть крапает. Вон там так интересно туман собрался. Солнце освещает лесок так красиво. А за ним тучи. Здесь солнце, а там тучи. И дождик капает. А вон слоники скалы. Вон один слоник, за ним еще идут. Очень хотелось бы туда сходить, но в этот раз у нас времени, наверное, не будет туда сходить. Как красиво. Пока солнце маленько освещает, такую красоту снимаю вам. А там дождина идет. Такие тучищи. Просто такие холмы. Такой лес. Ой, вообще нереальная красота. Как приятно по такой красоте ходить. Когда солнышко выглядит так хорошо. Вот эта картина меня просто поражает. С этой стороны вообще тумана нет. А с той стороны прям стелится туман, и по скале поднимается в пушистое облако. Образуется. Я думаю, что там за перевалом все в тумане. Озеро Золотарное внизу. Такое красивое. Такие островки на нем. Извилистые. Как красиво! Туман поднимается. Испарение от теплых скал. Воздух холодный, скалы теплые, мокрые. А вон там, посмотрите, какие облака. И над ними еще облака. Как красиво. Вон, видите? Сверху и снизу облака. Можно по ним ходить, гулять по этим вот облакам. А над ними еще облака. Такое ощущение, что можно находиться между облаками. Поднялись на Птицу, уже обходим ее по краю. И такие вот каменные глыбы над нами торчат. Такое ощущение, что эти камни могут вот-вот упасть, как будто пирамидкой кто-то сложил. Они очень-очень громадные. А нам вот туда, по этой вот красивой дорожке, вон в те красивые горы. Ух, как высоко. Вот это котлованище. Смотрите. Такие зеркала красивые. Вот эти скалы, они называются зеркала, такие гладкие, по которым вода стекает.
здесь маленькое озерцо на вершине скалы. И такое небо. Вообще там солнце пытается пробиться. Красиво. А здесь скала блестит от дождя. Как эпично смотрится все. Сказочно. А мы уже вышли к своему домику почти. Ну как сказать, нам еще огромный перевал спускаться. Но все равно домик наш уже видно, это радует. Красиво. Вон она, пищуха. Сеноставка. Такая прикольная. Ест зелень какую-то. Ну, плешь какая-то на спине. Оп-оп-оп-оп. Все. Все. Вот пришли. Опять везде тучи. Хотелось бы искупаться очень. Вот такой дубак, не знаю, осмелюсь ли. Сейчас пока горячая, в принципе, можно попробовать. Но это не факт, что я решусь. Надо и ужин готовить, и костер. А на помывку уйдет много времени. Солнышко немножко проглянуло. Уходит в лагере, все нормально, все на месте. Вот вспышка все время светит, блин, капец. Бытовуху в лагере я не снимала. Сейчас тоже сильнейший ветер, ледяной. Такое ощущение, что холодная осень на дворе. Палатка выдержала весь этот ветер и те колышки, которые я зафиксировала камнями, не выдернула бы. Короче, такие дела. В общем, мы сегодня сходили в хорошую радиалку, увидели пик Птица, увидели светлое озеро, много красоты вокруг, попали несколько раз под дождь. И завтра мы планируем, если все получится, если погода позволит, сходить в радиалку на зуб дракона. Все, всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Непонятно, хотя доброе или нет. И утро-то может доброе, но погода вообще просто кошмар. Ледяная осень, так холодно. Ночью сегодня зарядил дождь. Причем конкретный такой ливень. И всю ночь прям лил до где-то до 10 утра, наверное, точно. Вот только недавно прекратился. Сейчас 11 утра. Пришлось в палатке все это время находиться, потому что просто такой неимоверный дубак. И дождь и льет, и льет. Все мокрое, все сырое. Не успеваем просушивать. Сегодня были планы пойти на зуб дракона. Мы не пошли, естественно, потому что ливень сильный лил, а надо было рано выходить. Так сегодня на зуба настроилась идти. И вот. В общем, не знаю, у нас, походу, сегодня дневка. Буду ли я снимать, непонятно. Скучно дневки снимать. Сегодня мы просто будем делать какие-то дела. Дрова там заготавливать, воду. Может быть, рискнем помыться.
огромный корабль с другой стороны. Или это кит. Вот у него рот, глаз, челка какая-то там, волосики. И смотрите, какой туманище. Никаких пиков не видно. Вот здесь пик птицы, его вообще не видно. Абсолютно все в тумане. Скачу тут по курумам. В дождевике неудобно так вообще. Сковывает движение. Но в нем зато теплее. Так, теперь вот сюда, вот, чтобы промочить хорошенько. Смотри, чтобы я тебя не забрызгала. Подожди, я сейчас отожму вот эту пивну. Подожди! Голова сейчас у меня просто отстегнется от холода. Все. Такое ощущение, что у меня это в уши пробки вставили. Вот так иметь длинные волосы. Просто жуть. Мы сегодня только завтракали, уже время где-то около 6 вечера. Нам хочется уже кушать. Сейчас вот маленько пододенусь потеплее. И будем на костре кушать себе, готовить. Вот так вот, такие дела. Доброе утро, Земля. Время 10:15. Сегодня мы в любом случае выдвигаемся на маршрут на зуб дракона. Мы оделись для такой погоды легко, потому что мы хотим идти быстро. И сейчас будет подъем такой конкретный по Куруму. Я думаю, мы согреемся еще как. С собой все необходимое взяли в радиалку. Надеемся все-таки, что дождя не будет, хотя в небо все затянуто тучами. Вот здесь спуск крутейший просто. И вон там по Куруму еще наверх. Будем долго подниматься, очень круто. Сейчас большой может упануть. А вон оно, озеро теплое. Августа сколько? Маршрут, конечно, интересный, скалолазный. Особенно это на скалолазание еще и дождь. Скользко реально. Уже не могу. Зайдем. Платформа очень скользкая. Держаться. Здесь не надо дерево портить. Очень даже аккуратно спустилась. Вот туда нам идти, по Куруму. Вот это подъем. А вон над зуб. Дождь прошел конкретный, все замочил. И мы теперь идем и скользим по этому Куруму. Опасаемся за свои ноги. Сколько свежих камней нападало. Они даже выделяются на фоне этих застарелых. Вот они сыпятся все. И видно, где свежие камни упали, раскрошились. А где уже давние, застарелые, поросшие мхом, лишайником.
И вот мы тут пробираемся. Идем не по тропе, просто мы решили сократить, поэтому идем здесь в таких курумах. Хотя тропа не менее экстремальна на зубы дракона. Вот так среди огромного курума выросла такая рябинушка. Просто между двух камней мох, может там чуть-чуть земли намело. И все. И этого деревца достаточно. Среди громадного курума. Вот так вот жить и расти. И вот еще кедрик на камне маленький живет. Вышли на тропу уже какое-то время назад. Здесь вон под камнями везде вода течет. Можно попить. И даже поесть воду можно. И умыться, конечно же. Такие виды сзади нас остаются шикарные. Вон скала Сфинкс. Озеро теплое. А здесь такое курумище. Как будто кто-то его в мечети расколол огромным. И такая волна посередине получилась. Фу. Прошли огромный этот курум частично. Маленько там экстремально полазили, потому что я решила сократить путь, так сказать. А сокращать путь среди такого курума — это просто вообще экстремальная ситуация на экстремальной. Здесь так классно. Вот одно озеро по левую руку. И вот там вон оно второе по правую. А я иду между двух озер. Вот такие тучища и туманища. И уже дождик крапает. Опять начинается. Экстремально у нас восхождение конкретно. Все мокро, дождь то идет, то прекращается, то снова дождь. На зуба очень опасно в такую погоду подниматься. Мы вчера не поднялись на брата, на параболе из-за дождя. Печальная история. Но в этот раз мы настроены конкретно все равно зайти. Водопадик небольшой. Он оттуда вот идет. Вот оттуда. И вот здесь стекает. Я, если честно, название не знаю, есть у него или нет. Вот они, цветные озера. Вот здесь перешейки мы проходили. И такая погода, дождь идет, идет без конца. А мы под дождем, все мокрые, в таких неудобных дождевиках. Но смело поднимаемся. Капнула капля. Ой, виды какие шикарные. Такой у нас сегодня подъем на зубы. Это вроде и красиво, и будет обидно, если мы поднимемся. И будет такое вот туманище. Потому что будет ничегошеньки не видно. Вон, скалы вообще не видно. Сплошной туман. А там ведь скала. Такая красота нас окружает на подъеме. Ой, как красиво. Просто обалдеть. Красотища. Ой, это же просто невероятные виды. Подходим к самому крутому подъему на зуба. Там скалолазные темы такие. Там как подкова такая будет. Вот она, эта подкова. Красиво так. Вот что-то так затемнило. И
И вот здесь надо подниматься как-то сейчас. Скалолазная тема очень. Еще и скользкая. Нифига тут грязь. Вот такой подъем мы тут прошли. И тут красивые такие скалы. И вот в этот проход мы заходили. И вокруг такая красота. Прошел дождь и выглянуло немножечко солнце. Но я думаю, оно ненадолго выглянуло. Потому что все тучи так и ходят, все небо затянуто. А нам предстоит еще вот такой подъемчик. И это только начало. Поднялись частично на дракона. Вот здесь вышли. И вот отсюда вид такой. Вот Саян лежит. Прямо хорошо-хорошо видно. И нос, вот голова, руки, ноги. Прям отлично с этой стороны видно. И такой шикарнейший вид. Просто шикарнейший. Если бы еще солнышко было бы еще гораздо эпичнее смотрелось бы. Надо вон туда подниматься, и там еще подъем. Солнце немного выглянуло. Скалы блестят от дождя все. И вот такой враг так высоко. Как красиво там туман поднимается от скалы. Смотрите, это нереально красиво. Цветные озера не зря цветные. Какое отражение в них, просто вообще нереально красиво. Высота тут конкретная. Стою вот тут. Ой, что нас ждет. Гремит. Тут двое туристов и Александр. Больше никого на зубе нет сегодня. Вон зуб чуть-чуть осталось. Вот сколько снега. Кучка такая. Там солнышко. Там красиво и тепло. А там вон что.
Я на зубе. Сейчас гроза сюда придет. Я успела до нее. Тут очень высоко. 2000, как бы не ошибиться, 2200 метров с чем-то, что ли. Вот он сам зуб со стороны. Вот здесь я только что стояла. Вон оно, озеро внизу. Уже начинает дождик капать. Сейчас как ливанет. Спрятались от дождя. Такой домик у нас. Холодно вообще. Пододелись и вот кушаем, сидим. Вкусняшки достали. Остатки роскоши. Хлебцы с сыром. Чуть-чуть чая. Термос у нас маленький. И в основном вкусняшки, всякие батончики, банановые чипсы. Вот так сидим тут под камешком. Там дождик идет мелкий, а мы тут спрятаны. Просто чуметь. Посмотрите-ка радуга от начала до конца. Ой, вообще, и там реально так темно. Просто невероятно. Прошел дождь, все мокрое. Сейчас пойдем, будем кататься по Куруму просто. И небо синенькое такое сразу стало кое-где. А там он, конечно, вообще. И вот эта радуга, это просто вообще не могу. Это непередаваемо. Мы еще все под зубом дракона, прям под самым зубом вот сидели, ели, я показывала, вон оно место под камнем. И просто нереально эта радуга. Рассосалась, как мы вовремя ее заснять успели, увидеть из-под камня. А вон она, туча поднялась как-то наверх таким ровным слоем. Такие облачка появились белые, пушистые, красивые, фактурные. Виды меняются каждую секунду. Пока солнце выглянуло, мы тут поднялись обратно до зуба. И решили еще раз на него восхождение сделать. Пока солнышко. Теперь я в солнышко поднялась. Второе восхождение на зубы. Ух. Вид вообще просто шикардосный. Непередаваемый. И все время все по-другому. Солнце светит, одна картина. Дождь идет, другая. Посмотрите, как красиво. Просто нереально.
то радуга. Просто замечательно. Что может быть лучше такой погоды? Спустились зубы дракона, уже в самом низу мы. И вон он зубик. Вот он. И здесь ручей бежит. И там растет рядом много дикого лука, насколько я помню. Решили подойти, умыться, попить и лучка нарвать с собой. Как нам сегодня все равно с погодой повезло. Это же наоборот интересно, что погода такая вообще. Мне прям нравится. Там пчелка спит. Не потревожить бы ее. Вон она спит. Маленькая. Спряталась от дождя, от ливня. Уже вторую такую снимаю. Вот здесь мы были. Видите, как высоко. Вот она гряда эта вся идет. Очень красивая. Солнце осветило, и тоже совсем все по-другому выглядит. Водопад так красиво смотрится. Скалы. О, как красиво. Скала солнцем высвечена, а здесь такой зеленый островок, а тут скалы плачут. Вода стекает. Не знаю, камера передает, нет такую красоту. Там в кустиках, вон, кедровки. Такие красивые, жалко не видно. Вон она, кедровка, плохо видно. Тут тень такая. Красавица. Ну, с орешком, по-моему, в клюве. Опа. Среди курума такое небольшое озерцо. С таким огромным камнем посередине. Отражение такое интересное. Мы уже скоро будем дома. Нам вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Все, пришли мы в лагерь, все тут хорошо, все на месте, продукты вроде на месте, дровишки тоже. Время без 15:08, мы вышли 10:15. 9,5 часов мы ходили. Это со съемкой, там, с перерывами на дождь, мы же там где-то прятались, где-то перекусывали, сидели, потом на зубы еще раз вернулись, подняли второй раз. Вот столько у нас времени ушло, 9,5 часов. Это хороший результат, в принципе. Чаек греется. Вот такой ужин. Огурец на 11-й день в горах. Это просто вообще дикий лук, чеснок, обычный лук, гречка с майонезом и горчицей. Еще будет чаек. Вот такой. И конфетки. Конфетки. Миндаль белой глазурь. И хлебцы вместо хлеба. Мы просто шикуем. Все, лето закончилось. Опять похолодало. Конкретно мы тут пытаемся у костра согреться. Александр себе решил салатик сделать с огурчиком и луком. А я с маслом не хочу, поэтому буду просто в прикуску кушать. Вечеруем, короче. В Дубаке. Поздняя осень. Ну, вообще.